Когда Сюзан Мейсон поднималась на борт роскошного круизного лайнера Pacific Glory, она не думала ни о чем, кроме солнца, отдыха и беззаботных дней в компании своих дочерей, 10-летней Эмили и 6-летней Грейс. Погода стояла идеальная, а маршрут через Карибское море обещал стать идеальным отдыхом от утомительной жизни в Бостоне. Первые 2 дня все шло прекрасно. Сюзан с детьми наслаждалась бассейнами, шоу, экскурсиями и бесконечными десертами. Утром 3-го дня она проснулась одна. Сначала подумала, что девочки ушли на завтрак или играют в детской зоне. Но когда ни одна из них не появилась к обеду, в ее голове начал прорастать страх. Объявили тревогу. Персонал обыскал судно. Капитан приказал просмотреть все камеры. Ничего. Просто ничего. Эмили и Грейс будто испарились. Следствие продолжалось неделями, потом месяцами. Камеры видеонаблюдения показывали, как девочки возвращаются в каюту вечером 2-го дня. После этого пустота. Никаких признаков насилия, никаких следов на палубах, даже вещи остались нетронутыми. Сюзан вернулась домой опустошенной. Ее дни превратились в череду телефонных звонков, пресс-конференций, бессонных ночей и вины. Никто не мог объяснить, что случилось. Прошло 10 месяцев. Утром на одном из пустынных пляжей Доминиканы рыбак по имени Рафаэль нашел предмет, прибитый к берегу. Это был спасательный круг с надписью «Pacific Glory». Внутри круга, как будто вложенные внутрь пленки, лежали 2 предмета. Кукла в выцветшем платье и мокрая, но сохранившаяся записка, написанная детским почерком. На кукле был приколот пластиковый бейдж с именем Грейс Мейсон. Записка гласила: «Мама, мы не умерли. Мы ушли туда, где море говорит, и небо шепчет. Мы ждали, но дверь закрылась. Прости, Эмили». Записку отправили на экспертизу. Бумага соответствовала запасам, найденным на борту Pacific Glory. Почерк совпал с тетрадью Эмили. На кукле обнаружили следы соли, странного биоматериала и следы водорослей, неизвестных науке. Внутри спасательного круга находились следы микроорганизмов, обитающих на глубине более 5 километров. Сюзан не могла понять, как это возможно. Никто не мог. Экспедиции к предполагаемому маршруту лайнера ничего не дали. Океан молчал. Но спустя еще месяц другая девочка, ранее пропавшая с другого корабля год назад, появилась на том же берегу. Одна, живая. Она ничего не говорила, только рисовала спирали. Снова и снова. Сюзан все еще ждет. Каждый день она смотрит на море. Иногда ей кажется, что она слышит, как вода говорит ее имя. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.